The fun never stops. Every criminal enterprise in the city. If we take control of the gangs, we take control of London from the bottom up. Stand from the bottom, just go to the top. Struggles, yeah, get on, but I'm never gonna stop. Всем привет, с вами вновь Антон Самоглинов.ком, и я продолжаю рассказывать об играх, которые выйдут в этом и следующих годах, которые я посмотрел на выставке E3 и вот скоро буду смотреть на Gamescom. Меня очень многие спрашивали, какое же мое мнение о новом Assassin's Creed Syndicate. Я вот с роликом несколько затянул. Причина, по которой я еще не сделал сюжет, на самом деле простая. Вот у меня лично на фоне всех анонсов на E3 анонс Assassin's Creed Syndicate, как-то подзатерялся. Это явно неплохая игра, но это очередной Assassin's Creed. Try the bitter. It's actually quite drinkable. Как я люблю говорить, игры Ubisoft — это такие хорошие сериалы, но игры при этом там Rockstar, да, Bethesda — это большое кино. И вот этого большого кино на этой E3 было столько, что, в общем-то, даже самый популярный до сих пор сериал Ubisoft на фоне всех премьер подзатерялся. Меня на самом деле часто спрашивают, почему мне еще не надоел Assassin's Creed, сколько можно. Мой секрет на самом деле простой. Я играю в Assassin's Creed через год всегда. То есть я с удовольствием прошел второй, мне очень понравился Brotherhood, но проходить я его не стал. Revelations мне не понравился, я его не стал проходить вообще. Assassin's Creed 3 безумно понравился, прошел его просто с огромным удовольствием. Четвертый, наоборот, утомил своим однообразием, несмотря на то, что мне, в принципе, нравится сеттинг. Версию для PS Vita я просто так одним глазком глянул. А Unity, в отличие от мнения многих, мне очень хорошо зашел. Отвлекаясь от технической составляющей, мне на самом деле все очень понравилось. Я бы, наверное, хотел, чуть более впечатляющий сюжет. Но в остальном, самое главное для меня такая туристическая составляющая — это город, эпоха, персонажи, да, исторические персонажи, которые вплетены в игру. Мне безумно понравилась атмосфера, музыка, прошел с огромным удовольствием. При этом в Assassin's Creed Rogue я так и не поиграл, причем у меня валяется дома, не распечатанный, но это потому, что я считаю, что 2 ассасина в год — это уже совсем перебор. И вот при взгляде на Assassin's Creed Syndicate у меня несколько противоречивые эмоции. С одной стороны, вроде как я должен этот Assassin's Creed пропустить, а с другой, мне безумно нравится эпоха. Это 1868 год, индустриальная революция, викторианская Англия. Впервые, по сути, серия переезжает в более-менее такое подобие современного мира, где по улицам ездят экипажи, ходят поезда. Огнестрельное оружие стало совершенно обычным делом. Есть телеграф, электричество. В общем, все такие зачатки современной цивилизации. И, собственно, мне было очень интересно посмотреть, как Assassin's Creed адаптируется, к новым реалиям цивилизации, как изменится его геймплей. Еще Ubisoft сказали интересную вещь, что на самом деле перед командой Синдиката стоит очень важная задача. Они должны сделать вот такую игру, которая как бы загасит недовольство технической составляющей Unity, и осадком от нее. То есть это должен быть такой Assassin's Creed, который вернет веру в серию. Я не знаю, насколько они за год смогут настолько прокачать игру. Мой прогноз, что все-таки это произойдет, наверное, в следующем году. Но в целом всему направлению Assassin's Creed отвесили такого красивого пенделя явно в руководстве, и команды очень-очень стараются, это видно. Ubisoft явно понравилась идея с 2 ассасинами, причем с девочкой и с мальчиком, которая уже была в Unity. И на этот раз они решили сделать обоих персонажей играбельными. Это Джейкоб Фрай и его сестра Иви.
Они были воспитаны ассасинами и возглавляют банду Рукс, ну или по-русски Грачи. И, собственно, криминальному миру вот этого нового индустриального Лондона и посвящена игра. Все, кто видел трейлер, сразу вспомнили банды Нью-Йорка. Кто-то еще наверняка вспомнил прекрасный сериал Peaky Blinders или Острые козырьки, который хоть и в другом времени происходит, но в принципе про то же самое. Mr. Fry, listen. We can split the money. I mean, just take it all. У Джейкоба и Иви разные способности. Джейкоб олицетворяет собой такой новый геймплей Assassin's Creed. Суть в том, что авторы свистнули несколько идей из Бэтмена и дали ему автоматическую крюк-кошку, да, с помощью которой он там взлетает мгновенно наверх зданий. И, в общем-то, это всячески используется в геймплее. Можно там быстро перемещаться, ползать вот по этому тросу и спрыгивать на противников, делать, в общем, все, что вздумается. Этим они также, в общем-то, решили проблему с возросшим размером зданий. Это, мне кажется, одна из таких революционных самых вещей, которые произошли в Unity, что, наконец-то, там реальный масштаб зданий. Ну и когда Assassin's Creed с этой фичей из тесного Парижа приехал в более просторный Лондон, сразу возникла явно проблема, вот, которую они так элегантно решили. Да, кто-то, наверное, в этом увидит смерть паркуру традиционному, но он на месте, да, кто захочет, будет пользоваться, кому надоело, будет быстро просто взлетать на крышу зданий. Я лично большой проблемы не вижу. Пока как играть за Иви не очень понятно. Наверное, это покажут на ближайших выставках на Gamescom. Пока только давали поиграть за Джейкоба. И, собственно, я проходил ту же самую миссию, что показывали на E3. Ее уже все много раз видели. Но зато я смог оценить, ну, собственно, все нововведения. Все, что касается перемещений, мне, в принципе, понравилось. Иногда подглючивает, но версия ранняя, это понятно. Что мне очень понравилось, это то, что в принципе окружение, благодаря тому, что это новая индустриальная уже эпоха, очень сильно изменилось, появилось много движущихся объектов, гораздо более сложные какие-то архитектурные строения. По вокзалу, например, очень интересно ползать, появились движущиеся объекты, поезда, кареты. Поезда постоянно ходят по расписанию, по городу, то есть на них можно кататься, залезать, с ними связана куча миссий, там и похищение каких-то людей из поезда, и кража там грузов вагонами, ну и все, что, в общем-то, можно себе представить. Guided by our firm hands, society will flourish, driven by speed, ingenuity and efficiency to a glorious future. Лошадиные экипажи полностью вплетены в геймплей, на них можно не только ездить, но на них там запрыгивать, драться, можно убивать лошадей, тараниться на этих каретах, у них там есть определенная модель повреждений, можно переезжать врагов, можно перепрыгивать с одного экипажа на другой и убивать водителя, вытаскивать пассажиров, наоборот, связав кого-то на улице, там, кидать в карету, ну и так далее. То есть они полностью вплетены в формулу геймплея Assassin's Creed. Управляются они, в принципе, неплохо. Мне довольно быстро получилось привыкнуть. Хотя одну карету я все-таки разбил в погоне за тамплиером. Пришлось скинуть кучера с соседней и помчаться за ним на новой, так сказать, телеге. Ну а вообще, в целом, телеги позволяют очень быстро перемещаться по городу и вообще, возвращаясь к перемещениям, главное ощущение от того, что все стало намного быстрее и проще. То есть теперь то, что ты раньше делал долго, например, заходил на цель, да, которую там нужно убить, теперь выполняется там реально в 2 счета. И это лично меня очень-очень радует, ну, просто потому что надоело, да, по-старому. И есть в этом что-то такое бэтменовское. Ты более крутым, что ли, себя ощущаешь. Действительно таким хищником, супергероем. Ну и, кстати, крюк-кошка не единственное, что у Бэтмена позаимствовали. Теперь есть так называемые environmental takedowns. Попросту говоря, можно использовать окружение. Например, можно на противников уронить там кучу бочек, предварительно заманив их кидательными кинжалами, они теперь создают звук, да, который привлекает охранников на нужную точку. Также окружение используется в боевке, ее полностью переделали, да, поскольку новая эпоха, никто в открытую не носит оружие, у всех пистолеты, поэтому, в общем-то, и геймплей боевой очень сильно изменился, практически
все отношения между бандами теперь выясняются в рукопашку. Поэтому главный герой так подучил почти что кунг-фу. На самом деле просто очень круто дерется, заламывает руки-ноги, там совершает эффектные броски. Выглядит все очень-очень красиво. Появились групповые добивания. Когда ты доводишь несколько врагов до состояния нестояния, нажимаешь одну кнопку, и герой их начинает там красиво раскладывать. Ну, то есть влияние Бэтмена на самом деле налицо. Единственное, что недостатки боевой системы Бэтмен также здесь есть. У тебя полное ощущение, что герой зачастую дерется сам, ты не понимаешь, что он делает, ты вроде жмешь на кнопки, а он там такой кунг-фу вытворяет, что аж глаза на лоб лезут, и у тебя полное ощущение, что не ты это сделал, а он сам. Правда, в отличие от Бэтмена, Джейкоб не боится пользоваться огнестрельным оружием, убивать своих противников, поэтому, собственно, вот если вы видели кадры с пистолетами, это не вы, да, как в старых Assassin's Creed применяете пистолет, а герой сам, это у него комбо такие, он совершает с помощью него добивания, это просто эффектная сцена. Меня, собственно, разработчики спрашивали, что я думаю о боевой системе. Я сказал, выглядит круто, но вот у меня полное ощущение, что он сам дерется. Они такие призадумались, сказали, да, ты первый, кто это сказал, надо подумать. Но в целом, благодаря таким твикам, Assassin's Creed Syndicate действительно ощущается несколько по-другому, чем предыдущие Assassin's Creed, что не может не радовать. Единственное, что меня по-настоящему пока смущает в Синдикате, это глобальная игра. То есть мы руководим бандой вот этой грачи. Собственно, цель нашей банды — отжимать районы у других банд. Всего их 7, естественно, этими бандами руководят тамплиеры. И пока вот то, что они показывают, когда такую основную игру, это то, что ты должен проникнуть в район, выполнить определенное задание, перебить там всех местных, кто с тобой не согласен, после чего вылезет главный злой тамплиер, которого ты должен одолеть. И одолеть, скорее всего, значит это сначала перебить всех его приспешников, потом гнаться за ним на карете, после чего будет разборка большая между бандами, что показали на E3. Собственно, у меня главный вопрос, насколько все это разнообразно будет. То есть у меня нет проблем отжимать районы, но если это будет разнообразно. С другой стороны, они говорят, что районов всего 7, поэтому, скорее всего, это все-таки далеко не единственное, чем придется заниматься в игре. И лично я надеюсь, что на полную включат сюжет в этот раз с постановкой, с интересными миссиями. Бумага эпоха для этого располагает. Теперь действительно можно много чего придумать. И те же самые угоны поездов и прочее. Посмотрим. Мне безумно не терпится посмотреть, что они с ней сделают, как в очередной раз извратят историю. У Ubisoft на этот счет талант, и я ему искренне восхищаюсь. Очень хочется посмотреть, как они вплетут в сюжет Чарльза Диккенса и Чарльза Дарвина. Ну и очень интересно, смогут ли Ubisoft удержаться и не вставить в игру Артура Конан Дойля, потому что на момент начала Синдиката ему всего 9 лет, но кто знает, зачастую повествование в Assassin's Creed затягивается на несколько лет, и вдруг, не знаю, там главный герой как-нибудь поспособствует появлению на свет Шерлока Холмса. Увидим. Good work, Clara. Tremendous work. Jacob, can't talk now, Henry. Duty calls. To your health. В общем-то, я все время говорю, что Assassin's Creed меня безумно поражает тем, насколько умные люди его делают, тот вот бэкграунд, который они включают, то, насколько они круто воссоздают эпоху. И для меня вот в последние годы это намного важнее, чем геймплей. Они целенаправленно качают эту составляющую, просто идут вперед с каждой серии. И, в общем, безумно интересно, что на этот раз они выдадут. Насколько вот этот туристический аттракцион шагнет еще дальше. Let you take it from here, lads. На этом все. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, понравилось. Если понравилось, ставьте лайки. Больше лайков, больше желания делать новые сюжеты, в том числе про Assassin's Creed. Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Здесь много всего интересного, и с каждым годом все интереснее. Ну и увидимся в следующих сюжетах. Rex!
with me. I'm going with a rook. Come on. Or soon enough.